Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться рецептом невероятно вкусного клубничного пирога с прослойкой суфле. Этот десерт просто тает во рту и станет настоящей изюминкой вашего стола. Давайте начнем приготовление. Первым делом отделяем белки от желтков. Желтки пойдут в тесто, а белок для приготовления суфле. Готовим тесто. Яичные желтки нужно смешать с сахаром и солью. Перемешать обычным венчиком. После этого добавить сметану, слегка перемешать и следом добавить растопленное сливочное масло, а потом перемешать до однородности массы. В муку добавить разрыхлитель и просеять все вместе в жидкую массу. Муку добавляйте в 3 этапа. И уже в конце удобнее всего замешивать тесто руками, а не силиконовой лопаткой. Обязательно отделите небольшой кусочек теста, он понадобится в конце приготовления. Оберните его в пищевую пленку и положите в морозилку. Большую часть теста нужно распределить по форме и сделать бортики около 4 см. У меня форма 20 см в диаметре, на дно которой я положила пергамент. Пергамент в форме всегда гарантия того, что тесто не пригорит, не прилипнет и легче потом всегда доставать выпечку. Но важно использовать именно силиконизированный пергамент, так как к обычному у вас обязательно прилипнет тесто и вы потом будете эту бумагу отдирать от десерта. Вот как должно выглядеть тесто в итоге. Теперь убираю его в холодильник. Пока тесто охлаждается, за это время можно приготовить начинку. Разгар сезона клубники начинается, поэтому я решила использовать в десерте именно эту ягоду. Нарезайте клубнику на средние кусочки. Конечно же, все будет зависеть от размера самой клубники. Если она у вас крупная, то режьте помельче. Потом добавляю сахар. Также добавляю крахмал, который развожу в воде, и выливаю к ягоде. Ставлю на плиту и довожу до загустения. Знаю, что добавляя крахмал в начинки, его не всегда разбавляют водой, но у меня был прецедент, когда я добавила крахмал в чистом виде, и он просто взялся комками на ягоде. Поэтому разбавленный крахмал небольшим количеством воды – это всегда гарантия того, что вы не будете ощущать кусочки крахмала на своих зубах. Когда начинка у вас закипела и загустела, снимите ее с огня. Ну что, осталось только приготовить слой суфле. Для этого нужно объединить сахар с белками и взбить их до устойчивых пиков. По желанию можно добавить ванильный сахар. Напоминаю, что все необходимые пропорции и ингредиенты вы найдете в описании под этим видео. Что такое устойчивые пики? Вы сейчас можете их наблюдать. Это когда вы переворачиваете миску со взбитыми белками, они никуда не скатываются, а стабильно стоят на месте. Теперь нужно добавить кукурузный крахмал и сметану. Вместо сметаны можно использовать греческий йогурт 8% жирности, а обезжиренные йогурты не используйте. Теперь нужно взбить около 1 минутки на небольшой скорости, чтобы объединить крахмал и сметану с белками. Теперь формируем пирог. На тесто выкладываем клубнику, а сверху слой суфле. Несколько раз можно постучать формой по столу, чтобы убрать лишние пузырьки воздуха и чтобы слой суфле распределился ровно по поверхности. А сверху не забудьте натереть на терке тот самый кусочек теста из морозилки. Духовку разогрейте заранее до 170 градусов и выпекайте около 50 минут. Режим вверх-вниз. После выпекания я оставляю пирог охлаждаться на некоторое время в духовке, приоткрыв дверцу, чтобы не было резкой смены температуры и чтобы пирог сильно не опал. При этом, когда вы его достанете и он будет охлаждаться полностью, в любом случае верхний слой суфле немного осядет, и это нормально. Когда пирог полностью остыл, только тогда доставайте его из формы. Охлаждаться он должен минимум часа 3-4 при комнатной температуре. У меня он охлаждался часа 2, и начинка была еще теплая, поэтому не спешите и дайте пирогу и начинке стабилизироваться. Разрез у этого пирога просто шикарный, а вкусовые ощущения невероятные. Такое нежное суфле, клубника и вкусное песочное тесто.
Обязательно приготовьте этот пирог, а перед этим сохраните его в закладке. Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой канал.